Космические путешественники. Давайте отвлечемся от красот и загадок Вселенной. В этот раз цель нашего полета будет более прагматичной. Мы поищем себе на просторах мироздания второй дом. Не беда, что нет каталогов с описанием и точной визуализацией подобной недвижимости, и риэлторы ничего не предоставят нам для прямого осмотра в такой дали. Их вполне заменят ученые, которые уже предлагают подходящие для колонизации небесные тела и даже варианты там жилья. Как вам жизнь в космической бочке? Или путешествие между звездами и галактиками в космическом трейлере? Впрочем, не спешите с выбором. Познакомимся с объектами поближе, тогда легче будет все решить. Мы не первые, кто интересуется подобными поисками. Издавна люди мечтали обрести второй дом где-нибудь в глубинах космоса. Глядя на звездное небо, они представляли, какой богатой и свободной может стать их жизнь на какой-нибудь плодородной планете. Но сейчас колонизация из романтических грез превращается в насущную необходимость. Войны, глобальные экологические катастрофы, неконтролируемый искусственный интеллект представляют огромную угрозу человечеству. Конечно, еще больше истощатся ресурсы. Это не только усложнит бытовую жизнь, но и остановит научно-технический прогресс. Например, наверняка можно будет навсегда попрощаться с космическими полетами. Они ведь пожирают массу энергии. Такой роскоши человечество себе позволить не сможет. Вот тогда люди будут с тоской смотреть в небо и пытаться покинуть Землю на любом летательном средстве, даже совсем не подходящем для перемещений по космосу. Чтобы в один прекрасный день не пришлось наспех паковать чемоданы и бежать с Земли неизвестно как, ученые ищут нам вторую альма-матер. Предложений очень много, и каждая имеет свои плюсы и минусы. Скажем сразу, в пространстве пока не найдено двойника Земли, так что никто не предложит нам космический дом под ключ, и придется каким-то образом адаптировать место проживания к своим самым насущным потребностям. Ученые выделяют два основных способа, как это можно сделать. Перспективным методом считается обустройство поселения, полностью изолированного от окружающей среды. Например, на космическом объекте можно построить город-сад, по сути, огромную искусственную биосферу. Подобного рода строение, согласно самым грандиозным замыслам, охватит всю планету или другое небесное тело, куда мы захотим переселиться. Особенно подходит этот метод для планет с низкой гравитацией, которые не в состоянии удержать собственную атмосферу. В таком городе будет поддерживаться нужная температура на излишне холодных или горячих небесных телах. Для этого внутреннюю поверхность теплицы достаточно, например, покрыть микроскопически тонким слоем алюминия, отражающего инфракрасное излучение. Жилье будет герметичным и находиться под давлением. В городе станут контролировать состав и качество воздуха. Словом, жизнь как в раю. Хотя, какими бы гигантскими и комфортными не были города под куполом, из них просто так не выйдешь погулять по поверхности планеты. Колонистам придется всю свою жизнь находиться в замкнутом закрытом пространстве или появляться на свежем воздухе в герметичных скафандрах. Полноценной жизнью это не назовешь. Изменение окружающей среды до состояния, пригодного для обитания, и терраформирование – другое дело. После его проведения колонисты будут свободно передвигаться по открытому пространству в условиях, близких к земным. Это, конечно, чрезвычайно удобно для переселенцев. Однако метод намного сложнее, чем устройство городов под куполом, и подходит далеко не для всех планет. Очевидно, что на газовых гигантах практически невозможно создать твердую поверхность при современном развитии науки и производства. Технологический уровень для этого должен быть на порядок выше. То же самое относится к планетам с аммиачными ледниками глубиной в несколько сотен километров, множеством действующих вулканов или ужасными землетрясениями. В отличие от этих проблем, подгонка климата под нужды человека несколько менее сложная задача.
Ее можно провести с относительно минимальными затратами. Например, раскаленную экзопланету, вероятно, получится охладить путем наполнения пылью атмосферы, что создаст аналог ядерной зимы, а замороженный мир, наоборот, удастся нагреть путем ядерных ударов в залежи породы, содержащей воду. Тогда в атмосфере окажутся парниковые газы, которые поднимут температуру. Такой же результат даст создание парникового эффекта с помощью солнечных зеркал. Также в некоторых случаях понадобится ускорить вращение экзопланеты вокруг своей оси. Подобную меру придется принять для снижения перепада температур между ее дневной и ночной стороной. После регулировки температурного режима следует приспособить к нуждам человека атмосферу. Необходимая масса летучих веществ может быть привнесена извне кометами, замороженными астероидами или выпарена из ледяных масс на поверхности планеты. Чтобы затем наполнить атмосферу кислородом, придется сконструировать соответствующую экосистему. Нужно выбрать такие бактерии, растения и животных, которые приживутся в первоначальной атмосфере, а затем обогатят ее кислородом и заодно создадут почву. Также возможны комбинации перечисленных вариантов. Какие небесные тела перспективны для возведения закрытых городов или терраформирования? Их астрономы называют немало. Ближе всех из таких кандидатов к нам находится Луна, и ее ландшафт достаточно хорошо изучен. Владельцы лунной недвижимости попадут в мир, богатый ценными ископаемыми – железом, алюминием, титаном. В верхнем слое грунта много редкого гелия-3, который используют как топливо для термоядерных реакторов. Добавим к этому, что на поверхности и внутри Луны, в районе полюсов, обнаружена вода в виде льда, но ее очень мало. К тому же наверняка понадобятся очистительные установки, так как лунная вода может содержать вредные примеси и радиацию. Есть и другие минусы будущего заселения спутника Земли. У него нет атмосферы и магнитного поля, которые задерживают метеориты, солнечную радиацию. Если астронавт будет находиться на лунной поверхности более 100 часов, то с вероятностью в 10% получит опасную дозу излучения. А в случае солнечной вспышки, которая выделяет жесткие рентгеновские лучи, для смертельного исхода хватит нескольких минут. Температура на спутнике тоже не подарок. Из-за отсутствия атмосферы она колеблется от минус 173 градусов Цельсия ночью и до плюс 127 днем. Так что переселенцам придется прятаться в капсулы или купола с искусственной атмосферой и решить, где брать воду и воздух. Их можно доставлять на станцию или синтезировать, однако первый вариант очень дорогой, а второй сложный по технологии. Наконец, большую проблему представляет обычная пыль или реголит. На Луне она состоит из острых частиц и как нанокинжалами кромсает все вокруг. Эта пыль проникает буквально везде, уменьшая срок работы механизмов, а при попадании в легкие пыль становится угрозой здоровью человека. Однако ученые называют множество вариантов ее полезного применения. Они нашли в лунной пыли большое количество газа. Этот слой грунта возник в результате дробления и спекания лунных пород, метеоритов в условиях вакуума, а также ничем не ослабленного космического излучения. Оно состоит из смеси измельченных гумусовых почв, золы, аллювия, скальных осколков, ледяных отложений и других компонентов. Исследования показывают, что кислород занимает приблизительно 40-50% его состава, но газ связан в оксидах, которые входят в состав минералов или стекла и недоступен для немедленного использования. Экспериментаторы уже давно пытаются извлечь кислород из этого соединения, пока что попытки дают неудовлетворительные результаты. Предложенные методы позволяют получить лишь очень низкий выход кислорода или требуют для оплавления экстремальных температур выше 1600 градусов. И лишь установка, которую недавно создали ученые из Шотландского университета в Глазго, приблизила все к реальности. Устройство рассчитано на добычу кислорода на Луне в грандиозных масштабах. Сырья хватит с лихвой. Пыль сплошным ковром покрывает поверхность спутника Земли. Ее толщина местами достигает нескольких метров. Специалисты из Глазго успешно выделили кислород из симулятора лунного грунта путем электролиза расплавленной соли.
С помощью данного метода за 50 часов удалось извлечь 96% кислорода, содержащегося в реголите. Кроме того, по окончанию процесса исследователь ожидал бонус в виде смеси металлических сплавов. Таким образом, из 3 тонн реголита можно получить приблизительно тонну кислорода. Для этого на Луне понадобится разместить специальные электрохимические реакторы высотой около метра. Устройства будут работать от солнечных батарей и накапливать энергию в течение лунного дня. Для стабильного и бесперебойного обеспечения энергоресурсами будущей колонии может потребоваться и строительство ядерного мини-реактора. Ученые считают, что такая станция будет установлена на Луне уже в относительно недалеком будущем. И, конечно, специалисты разрабатывают концепции селений, соответствующих условиях спутника Земли. Интересный вариант лунной деревни предложили в Европейском космическом агентстве и Массачусетском технологическом институте. Авторы считают лучшим местом для строительства площадку возле кратера Шеклтон на южном полюсе Луны. Там достаточно солнечного света в течение всего лунного года. Хотите присмотреть себе деревенский домик в том месте? Предложений, вероятно, окажется достаточно. Здания в поселке будут состоять из множества жилых модулей с системами жизнеобеспечения, медицинскими пунктами и инфраструктурой из титанового сплава. В каждом таком доме будут 390 кубических метров жилого пространства и 104 кубических метра технических помещений. Все здания разделят на несколько уровней и соединят между собой, так что ходить в гости к соседям не составит труда. Посмотрим теперь, что могут предложить планеты Солнечной системы. Нас интересуют скалистые небесные тела. Таким является Меркурий. Хотя из-за близости к Солнцу, казалось бы, его следует сразу исключить. Но астрофизики считают, что не все так однозначно. Несмотря на слишком тесную дружбу планеты со своим светилом, полюса Меркурия теоретически покрывают ледяные шапки. Это делает полюса подходящими для основания колонии. Вполне вероятно, что планета станет для людей настоящим Эльдорадо. Меркурий может предложить огромные запасы солнечной энергии. В его почве, по мнению ученых, много гелия-3 и богатой руды, доступной для добычи. Есть там и некоторые земные удобства. Планета имеет большую плотность из-за массивного железного ядра, обладает гравитацией, а также генерирует заметное магнитное поле. Его мощность, правда, составляет всего 1% от земной. Тем не менее, магнитное поле Меркурия задерживает некоторую часть солнечного ветра и космического излучения, снижая радиацию на поверхности планеты. В то же время чрезвычайная близость к Солнцу может серьезно помешать колонизации. Что делать с адскими температурными качелями на планете? Ее дневная сторона раскалена до 350 градусов Цельсия, а ночная заморожена до минус 170. Вдобавок у планеты нет атмосферы, задерживающей солнечную радиацию. В будущем, вероятно, появится возможность терраформировать этот мир. Но на сегодняшний день затея безумно дорогая, и для ее реализации нет нужных технологий. Однако недавно появилась идея, как можно начать колонизацию Меркурия прямо сейчас. Зонды обнаружили на планете глубокие лавовые трубы. Их так много, что сверху поверхность Меркурия похожа на швейцарский сыр. Поселения внутри лавовых труб окажутся естественным образом защищены от солнечного излучения и экстремальных температур. Ничто не мешает нам во время полета присмотреть себе какую-нибудь лавовую трубу по вкусу. Нельзя исключать, что когда-то это станет элитным участком в колонии на Меркурии. В то же время не стоит спешить. В Солнечной системе у нас еще много объектов для осмотра. Правда, у соседки Меркурия Венеры, похоже, все еще хуже. На Венере жарко, как на горячей сковороде. Средняя температура ее поверхности составляет плюс 467 градусов Цельсия. Там практически нет воды, поэтому ее придется добывать искусственным путем. Теоретически воду можно черпать на ближайших кометах и астероидах или синтезировать, например, из атмосферного СО2 и водорода. Ее плотная атмосфера также прикроет колонистов от радиации и метеоритов. Однако густые облака Венеры на 96,5% состоят из вредного для человека углекислого газа.
Большое количество этого газа в атмосфере создает экстремальный парниковый эффект. Отсюда и аномально высокая температура на поверхности Венеры. Атмосферное давление зашкаливает еще больше. Оно почти равно делению на глубине 900 метров под водой на Земле. Самые защищенные зонды живут в тех жестоких условиях всего несколько часов, прежде чем их сплющит гигантский атмосферный пресс. Еще в верхней атмосфере Венеры в результате взаимодействия солнечного излучения с диоксидом серы, водяным паром и углекислым газом образуется серная кислота, и планету заливают ядовитые кислотные дожди, а ветер сносит все на своем пути, достигая скорости 360 км в час. Тем не менее, ученые разрабатывают план терраформирования Венеры. Если, например, венерианская атмосфера получит земной состав, то средняя температура на ее поверхности по расчетам составит около 26 градусов Цельсия. На Земле, для сравнения, этот показатель составляет 15. Но существует и более удивительная концепция. Она переворачивает все представление об адской планете, предполагая, что Венера скрывает вторую Землю. Правда, не на поверхности, а за облаками. На высоте примерно в 50 километров находится область с уровнем давления и гравитации почти как на Земле. Да и температура там поменьше, около 30-50 градусов Цельсия. Так почему бы не создать колонистам райское жилище в облаках? Давайте посмотрим, какую недвижимость космические риэлторы могут сейчас предложить. Команда инженеров НАСА приступила к разработке концепции воздушного поселения. По плану оно будет выполнено в форме дирижабля длиной 129 метров и высотой 34 метра. Облачное судно понадобится защитить от высоких температур лишь тонким внешним барьером. Дирижабль наполнит кислородом и азотом, необходимыми для дыхания людей. Эта газовая смесь легче венерианской атмосферы, а значит, она поднимет дирижабль в небо и позволит ему парить в облаках. У плавучего небесного города не возникнет проблем с энергией. Ее в огромном количестве дадут солнечные батареи, ведь Венера расположена близко к Солнцу. Этой энергии вполне хватит для всех нужд поселенцев и для охлаждения города. Но вот когда начнется реализация проекта, неизвестно, так что у нас есть время подумать о квартире в дирижабле на Венере, а пока осмотреть другие места. Самой популярной, несомненно, является идея колонизации Марса. И неспроста. Существует много факторов, которые сулят переселенцам успех. Марсианские сутки равны 24 часам 39 минутам, что очень близко к земным. Наклон оси планеты к плоскости эклиптики составляет 25,19 градусов, а земной 23,44 градуса. Благодаря этому на Марсе, как на Земле, существует смена времен года. Правда, сезоны там меняются почти в 2 раза реже, ведь марсианский год длится 687 дней. У Красной планеты также есть атмосфера. Ее плотность составляет всего 0,7% земной. Но эта тонкая паутина дает некоторую защиту от солнечной и космической радиации. На Марсе имеется вода в виде больших и доступных залежей льда. Еще планета богата минералами. Их химический состав намного разнообразнее, чем у других небесных тел вблизи от Земли. Однако не стоит думать, что Красная планета легко дастся в руки переселенцам. На ней есть сила тяжести, но очень маленькая. До сих пор неизвестно, позволит ли она избежать проблем со здоровьем, возникающих при невесомости. Температура на Марсе слишком низкая, в среднем минус 63 градуса Цельсия. Атмосферное давление составляет менее 1% земного. Людям не выжить на его поверхности без скафандров. К тому же состав атмосферы сильно отличается от земной. В ней 95,3% углекислого газа, немного азота и аргона, а кислорода и воды всего лишь 0,01%. Да и вода не может существовать на поверхности планеты в жидком состоянии. Даже при 0 градусов вследствие низкого давления она превращается в газ. К тому же жидкость, обнаруженная на Марсе, представляет собой концентрированный солевой раствор. Тем не менее, Илон Маск уже подготовил план колонизации Марса.
По его расчетам, к 2050 году на Красной планете может появиться город с населением в 1 миллион человек и развитой промышленностью. Город предполагается построить под землей или на поверхности под защитными куполами. В НАСА уже провели конкурс на лучший марсианский дом в рамках специальной программы 3D Printed Habitat Challenge. Есть интересные проекты домов в стиле корабля с роскошными каютами и многоуровневой футуристической бочки. Но что если жизнь на корабле или в бочке вам кажется слишком экзотической? Обратите внимание на один прекрасный и более традиционный вариант. Первое место в конкурсе занял проект 4-этажного иглу, жилища эскимосов, адаптированного под условия Марса. В нем предусмотрено множество апартаментов и общественных помещений, соединенных винтовой лестницей. Комнаты спланированы с изогнутыми стенами. По словам авторов проекта, это сделано в первую очередь для создания иллюзии большого пространства. На этом мы закончим осмотр потенциальной недвижимости на планетах Солнечной системы. Остаются или газовые гиганты без твердой поверхности, как Юпитер и Сатурн, или насквозь промерзшие снежки типа Нептуна. Несмотря на это, наш полет по Солнечной системе продолжается. Не будем забывать, что почти у всех планет, кроме Венеры и Меркурия, есть спутники. Мы уже присмотрелись к Луне, которая ближе всего к нашему миру. А как обстоят дела со спутниками других небесных тел? Астрономы утверждают, что в отношении колонизации очень даже неплохо. Есть спутники, которые подходят для создания поселений даже лучше, чем их планеты. Среди таких лун ученые называют Энцелад, Титан, Европу, Миранду, Тритон. Мы остановимся на 2 других лунах и посмотрим, что они могут предложить колонистам. Титан наряду с Марсом сейчас находится в лидерах топа претендентов на колонизацию. Все больше ученых отдают свои голоса за этот спутник Сатурна. Титан по размеру ближе к небольшой планете. Он 10-й по величине объект в Солнечной системе, включая нашу звезду. Его диаметр достигает 1,06 аналогичного показателя у Меркурия, 1,48 лунного и 0,40 раза земного. Этот крупный спутник похож на Землю больше других небесных тел Солнечной системы. На Титане много озер и жидких метана и этана, которые поразительно напоминают наши водоемы. Их постоянно пополняют метановые дожди, суша покрыта дюнами из твердых углеводородов, внешне сходными с песчаными холмами на Земле. Эти углеводороды способны стать отличным источником энергии для колонистов. От радиации переселенцев защитит магнитосфера близкого Сатурна и азотная атмосфера самого Титана, которая на 50% толще земной. А водяной лед прямо под поверхностью спутника можно использовать для получения кислорода. Правда, на Титане царит ужасный холод. Температура в среднем составляет 180 градусов Цельсия. Но самое удивительное, что колонистам, вероятно, не придется прятаться под скафандрами от лютой стужи. Весь фокус в том, что плотная атмосфера Титана рассеивает холод. Она позволит людям гулять по спутнику просто в теплой одежде и респираторах. А жилье переселенцы могут делать из пластика, используя местное сырье. Ученые считают, что на Титане стоит возводить дома в форме куполов, надутых теплым кислородом и азотом. Если вы присмотрите внутри одного из таких сооружений уютное гнездышко, то, скорее всего, не пожалеете. Пусть под куполом не очень много места, вы будете избавлены от вечной тесноты и скуки. Всегда можно выйти на улицу и оказаться в таком себе Титана-ленде, размером с весь спутник. В нем можно, например, полетать как птица. Слабая гравитация в сочетании с плотной атмосферой позволит совершать воздушные пируэты без помощи каких-либо агрегатов, просто с крыльями за спиной. Если бы Титан вдруг каким-то образом переместился на Землю, то от туристов бы не было отбоя. А на другом гиганте, крупнейшем спутнике Юпитера Ганимеде, вас каждый вечер ждет потрясающее небесное шоу. Ученые считают Луну очень перспективной для колонизации, хотя Ганимед как-то не особо на слуху. Так что пока он не раскручен, самое время присмотреть себе на спутнике какое-то жилье. Вы получите недвижимость в местности, где есть вода.
По мнению ученых, ее много под корой спутника. У ученых есть подозрение, что под поверхностью Ганимеда может скрываться огромный океан. К тому же лед на его поверхности относительно тонкий и легкий для бурения. Очень важно, что Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями часто можно наблюдать великолепные огни северных сияний. Спутник обладает разряженной атмосферой, в состав которой входит кислород. И хотя его крайне мало для полноценного дыхания, его можно добавить при небольшом и относительно несложном терраформировании Ганимеда. Кислород и магнитный зонтик каждый вечер обеспечат вам место в первом ряду на ярком разноцветном шоу «Аврор». Да, вам понадобится особо теплый скафандр, потому что на Ганимеде царит смертельный холод. Правда, температуру способна смягчить атмосфера спутника, если она есть, или эту Луну можно слегка подогреть во время терраформирования. И может летать, как птица на Титане, любоваться аврорами Ганимеда вместе с колонистами порой будут их космические гости. Речь идет не об инопланетянах, а о жителях других поселений, расположенных прямо в межпланетном пространстве. Идея не нова, ее предлагали еще в 1960 году, но лишь недавно команда ученых из Стэнфордского университета разработала проект современного поселения среди звезд и планет. Оно выполнено в виде тора диаметром в 1,6 километров и толщиной 150 метров. Такой город вместит около 10 тысяч человек. Для создания искусственной силы тяжести его заставят непрерывно вращаться вокруг своей оси. Также предусмотрена защита от солнечного излучения. Город будет иметь промышленную зону для переработки руды с близлежащих планет и их спутников, а выработанный шлак можно сбрасывать наружу. Он превратится в надежный экран от всех видов излучения. В жилой зоне каждому колонисту предоставят отдельные апартаменты, расположенные на разных уровнях. Вся конструкция внутри будет связана винтовыми лестницами. Правда, на этих лестницах люди зачастую будут видеть друг друга вверх ногами и вниз головой. Эффект возникает, поскольку при постоянном вращении города вестибулярный аппарат человека не сможет распознать спиральную форму лестницы. Если вам трудно жить в перевернутой среде и вообще не устраивает полностью искусственное сооружение прямо в пространстве, можно присмотреть там более естественный вариант. Специалисты предлагают приспособить под жилье огромные космические скалы, такие как астероид Веста, диаметром 525 километров. Хотите стать хозяином Небесной горы? Чтобы лучше сориентироваться, давайте осмотрим подобную недвижимость. Ее хотят возвести в рамках проекта «Обитаемый Бенну», названного в честь небольшой скалы диаметром чуть больше 300 метров из пояса астероидов. Согласно некоторым теориям, астероид внутри является полым. Исследования также показывают, что для строительства городов подойдут и многие другие астероиды диаметром от 300 метров. Группа ученых из Университета Рочестера в Нью-Йорке разработала иной план превращения небесных тел в космические города. Основная концепция исследователей основана на идее цилиндра О'Нила, вращающейся конструкции космической колонии. Материал астероидов вполне для этого подойдет. Для скрепления конструкции предполагается использовать мегалегкую и в то же время сверхпрочную сетку из углеродных нановолокон. Далее вращение астероида приведет к тому, что под действием центробежной силы камни будут расширять мешок наносетей и уплотняться, что как раз и нужно для строительства жилья. Заодно такой материал отлично защитит колонистов от космической радиации. Астероид диаметром 300 метров может превратиться в цилиндрическую космическую область площадью около 35 квадратных километров. Это примерно размер Манхэттена. И, возможно, когда-то летающие искусственные горы и поселения внутри астероидов откроют перед вами просто фантастические возможности. Есть идея превратить их в нечто подобное космическим трейлерам. При необходимости такое жилье можно будет присоединять к звездолетам и отправлять в далекие миры. Ну, просто на экскурсию или как временное пристанище для возведения на экзопланетах стационарных городов.
А выбор здесь, казалось бы, уже большой, ведь на сегодняшний день ученые открыли более 5500 экзопланет. Только из них нам подойдут лишь немногие небесные тела. Экзопланета, пригодная для колонизации, должна иметь подходящую температуру, какую-то атмосферу и магнитное поле для защиты от радиации, жидкую воду и много всего прочего. Чем больше параметров сходства с Землей, тем лучше. Но вот твердая поверхность – основополагающий принцип. Уже известно достаточно таких миров, и даже создана визуализация 900 скалистых экзопланет. Среди этих небесных тел мы можем найти перспективных кандидатов на заселение. Кеплер-438b отлично подойдет тем, кто любит жить в глуши. К экзопланете придется лететь далеко, в созвездии Лиры, на расстоянии 473 световых года от Земли. Предположительно, Кеплер-438b всего на 12% больше Земли. Ученые считают, что планета находится внутри обитаемой зоны звезды. Значит, потенциально на ней может быть жидкая вода. Но жизнь в тех краях, вероятно, оказалась бы весьма трудной для человека. Средняя температура на скалистой поверхности Кеплер-438b составляет всего 3 градуса Цельсия. Это маловато, хотя лютой стужей не назовешь. Хуже то, что экзопланета вращается вокруг неспокойного красного карлика. Он тусклый и прохладный, тем не менее нередко демонстрирует свой взрывной характер. Супервспышки на звезде происходят раз в несколько сотен суток, и они в 10 раз мощнее солнечных. Снизить губительное влияние этих потоков плазмы может полноценная атмосфера, и сейчас ученые пытаются ее найти. Ждем. Это сильно может увеличить или снизить шансы колонизации экзопланеты и привлекательности ее будущих городов. Впрочем, многие все равно захотят быть ближе к Земле, так что поищем для них подходящие варианты. Например, стоит отметить Рос-128b из созвездия Девы. На расстоянии всего 11 световых лет от Земли. Полученные данные позволяют астрономам говорить о том, что экзопланета находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Год на небесном теле длится лишь 9,9 земных дней, но его звезда тоже тусклый и холодный красный карлик с температурой поверхности почти вдвое ниже солнечной, так что планета получает всего в 1,38 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Исходя из этого, астрономы предположили, что Рос-128b находится в обитаемой зоне своей звезды. Ее масса 1,35 земной, а радиус не более чем в 1,7 раза превышает соответствующий показатель нашей планеты. Это означает, что перед нами откроется скалистый мир. Состав и радиус Рос-128b помогли астрономам определить ее отражательную способность и, следовательно, оценить температуру. Результаты оказались фантастическими. Она предположительно в среднем аналогична земной. Мы, наконец, нашли рай для переселенцев, и нужно скорее присматривать здесь жилье. К сожалению, есть нюанс, который способен испортить все. Из-за близости к звезде экзопланета, вероятно, всегда обращена к ней одной стороной. Так что половина Рос-128b представляет собой ледяное царство, а другая – раскаленный ад. И все время из-за разницы температур над ее поверхностью бушуют ужасные бури. То есть, как предполагается, обитаемой будет только маленькая полоса на границе двух полушарий. Однако может оказаться иначе. Если у Рос-128b подходящая атмосфера, то она ослабит температурные качели. Средний показатель составит приятные плюс 20, но сильные ветры все же и при такой модели постоянно будут бушевать на Рос-128b. Хотите слушать их свист, отдыхая в теплых комфортных апартаментах колонии? Тогда вам именно сюда. А если вы видите свой второй дом еще ближе к первому, то подойдет Проксима b, наша соседка всего в 4 световых годах от Земли. Экзопланета живет буквально рука об руку со своим светилом, совершая оборот вокруг него всего за 11 дней. Ну и Проксима Центавра – тусклый красный карлик. В результате экзопланета получает 65-70% потока излучения,
которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. На экзопланете может быть жидкая вода, если подходит температура. Ее средний показатель, как выяснили ученые, на Проксима Б равен примерно минус 39 градусов Цельсия. Но тогда в таком ледяном царстве не замерзнет разве что волшебная вода, и освоение этого мира отменяется. Хотя спешить с такими выводами, как уверяют астрономы, не стоит. Звезда очень сильно притягивает близкий к ней мир своей гравитацией, и Проксима Б всегда повернута одной стороной к светилу, а другой в космос. На стороне Проксима Б, что смотрит на красного карлика, конечно, намного жарче, чем на противоположной. Температура в темной области предположительно превышает нулевую отметку, но не поднимается слишком высоко. Это подтвердили две климатические модели ученых Эксетерского университета и Британского метеорологического института. Данные модели вообще превзошли самые смелые ожидания ученых, показав на Проксима Б очень стабильный климат. Вот где недвижимость может стать просто золотой. Или наоборот, не будет стоить ни гроша. Проксима Б вполне способна оказаться жестоким и бесплодным миром. Близкая звезда со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает от светила в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. К тому же, подобно многим красным карликам, Проксима Центавра время от времени вспыхивает ярким огнем, выбрасывая мощные потоки радиации. Правда, как и на предыдущих экзопланетах, спасти положение может густая атмосфера, которая прикроет поверхность от смертельного излучения. Есть ли она у Проксима Б, покажут дальнейшие исследования. Но даже если у экзопланеты нет покрова, можно построить подземные города, куда не доходит смертельное излучение, или же спрятаться от него в водоемах. Словом, варианты для приобретения недвижимости во Вселенной неизмеримо широкие. И если вы подобрали себе во время нашего путешествия что-то по душе, давайте представим, что вы уже переселяетесь в свой второй космический дом. Как все будет происходить? Здесь наверняка можно сказать лишь одно: колонистам придется невероятно трудно в суровых условиях чужого мира. Хотя есть и более благоприятный вариант. Сначала в будущую колонию отправятся зонды, которые доставят промышленных роботов и все обустроят к приезду колонистов. Чаще всего, как мы знаем, предлагается построить на поверхности внеземных тел капсулы с пригодной для жизни человека атмосферой. В этом случае роботы могут возвести сооружение путем синтеза необходимых веществ, которые добудут прямо на месте, и провести озеленение больших территорий внутри поселения. Еще более важно, что роботы перевезут необходимое для обустройства быта людей оборудование. Тогда все, что нужно для жизни внутри поселения, можно будет создать на месте, например, быстро напечатать с помощью 3D-принтера. Но как же пища? Неужели придется отказаться от всех натуральных вкусностей и обходиться только синтетическими продуктами? Ученые говорят, что в этом случае меню будет неполноценным, и специалисты уже разрабатывают способы производства здоровой пищи прямо в колониях. Так недавно в этом плане проверена лунная почва. Ученые НАСА и Университета Флориды посеяли зеленые культуры в настоящий лунный реголит, доставленный миссиями Аполлон, и земной вулканический пепел. Туда же доставили питательный раствор. В смеси отлично пророс Arabidopsis thaliana, родственник крестоцветных овощей, таких как зеленая горчица, брокколи, цветная капуста. Это, конечно, подняло рейтинг Луны как площадки для колонизации. Илон Маск также считает важным сделать поселение на Марсе независимым от поставок с Земли. Продукты питания по его замыслу колонисты будут выращивать на гидропонных фермах, работающих на солнечной энергии. Правда, есть большие сомнения, что растения приживутся в марсианском грунте. Мы уже упоминали, что вода на Красной планете представляет собой солевой раствор. От этого почва, хотя и похожа по составу на земную, содержит множество вредных для растений перхлоратов.
Так что неизвестно, зацветут ли на Марсе яблони без дополнительных экспериментов, либо искусственного грунта. Большие надежды специалисты также возлагают на генную инженерию. С ее помощью полноценные продукты переселенцы сумеют получать из стволовых клеток животных. Запас этого материала можно будет пополнять на месте. Но даже при стопроцентной автономности связь с метрополией останется жизненно важной для колонистов. Общение с родными и близкими, взаимодействие при экстраординарных событиях – для всего этого нужен прямой контакт с Землей. Ученые уже бьются над данным вопросом и на сегодняшний день наиболее эффективным считают создание единого стандарта космической радиосвязи. Тогда каждый аппарат, запущенный на околоземную орбиту или за ее пределы, сможет встраиваться в сеть связи. Любая ячейка подобной паутины поможет другим мирам в обмене информацией с Землей, а при необходимости колонисты смогут получать и отправлять данные напрямую, минуя Землю. Примерно так передают друг другу файлы и данные компьютер, планшет и смартфон. Но проблемы, конечно, остаются. Время, необходимое для путешествия сигнала на огромное расстояние до других планет, потребуется немалое. А интенсивная радиация в открытом космосе приводит к деградации и искажению послания. Наконец, все планеты вращаются вокруг себя и Солнца, то и дело исчезая из зоны прямой передачи сигнала. Это тоже существенно затруднит связь. В целом же, по оценке специалистов, подготовка к колонизации космоса не стоит на месте. Но прежде чем мы отправимся домой, чтобы спокойно подумать о выборе космической недвижимости, которую осмотрели, давайте представим нечто еще более невероятное – перемещение во времени для знакомства с потомками колонистов. Как изменит людей жизнь в чужих мирах? Узнаем ли мы в них своих собратьев? Если природа позволит колонистам, то в инопланетных поселениях со временем появится уникальная раса. Ученые предполагают, что со временем у нее сложится своя культура, язык и быт. Даже внешне потомки переселенцев станут совсем другими. Поведение и облик обитателей колонии изначальной численностью в 2000 жителей изменится примерно через 300 лет. К такому выводу пришли ученые Портлендского университета в США на основе результатов своего исследования. Мутации, по их мнению, дадут потомкам колонистов новый цвет волос, тип кожи и осанку. Наши коренастые фигуры сменят более длинные вытянутые тела, подходящие для жизни при низкой гравитации на многих экзопланетах. Жители колонии могут прибегнуть к генной инженерии, чтобы создать новые органы, необходимые для выживания, к примеру, наростами на коже для защиты от космической радиации или дыхательными трубками, позволяющими добывать кислород из углекислого газа. Это тоже изменит их облик. При необходимости организм постепенно будет обзаводиться дополнительными органами и самостоятельно. Металлическая кожа, щупальца, хвосты. Какие еще чудесные качества могут приобрести далекие потомки переселенцев? Для примера вернемся на минуту на тот же Меркурий. Он, как огромная космическая кузница, то плавит все металлы на своей поверхности невероятной жарой, то закаляет холодом, как в криогенной камере. Ничто не выдержит подобных скачков. Даже роботов пришлось бы делать целиком из титана или другого тугоплавкого металла. Поселенцам придется нарастить слой теплоизоляции под кожей, и, возможно, гибкий организм человека даже научится вырабатывать титан. Тогда нас встретят почти киборги с толстой кожей, отливающей металлическим блеском. Металл сделает кости крепче, рост людей будет меньше, туловище более коренастым, что вместе с жировой прослойкой позволит легче переносить адские перепады температуры. Зато конечности жителей Меркурия станут тоньше и гибче, поскольку гравитация там составляет 38% земной. Да, не забудьте, при знакомстве с местными киборгами понадобятся мощные солнцезащитные очки. Солнце на Меркурии буквально выжигает глаза своим светом. У аборигенов наверняка выработается естественная защита, толстые массивные веки, которые прикроют глаза. А как будут чувствовать себя потомки колонистов Марса? Оранжево. И совсем не из-за бесконечных песчаных бурь.
Более жесткое ультрафиолетовое облучение, которым Красная планета отличается от Земли, потребует изменений защитных свойств кожи. Самое простое решение – потреблять больше каротина, которым богаты оранжевые овощи. Так что обитатели Марса обречены постоянно хрустеть морковкой или перцем. Переизбыток каротина со временем придаст коже колонистов оранжевый цвет. Они станут очень высокими, но тоненькими, как растянутая резинка. Притяжение на Марсе в 3 раза меньше, чем на Земле. Упитанный человек весом в 100 килограммов будет ощущать себя 33-килограммовым. Тело его начнет вытягиваться, кости и мышцы слабеть. Зато энергии будет тратиться мало, так что удастся сэкономить на еде. А как обстоят дела с более далекими колониями на экзопланетах? Отправимся, к примеру, на Кеплер-20b из созвездия Лиры, на расстоянии почти в 1000 световых лет от Земли. Она вдвое больше, чем Земля, и в 10 раз массивнее. Гравитация этой планеты втрое сильнее, чем земная. В таком мире люди наверняка станут низкорослыми, мощно сложенными, с толстой кожей или даже броней и множеством конечностей. Представляете такие себе бронированные блины-многоножки? Они не поспешат нам навстречу, но совсем не из-за пренебрежения. Гравитация, скорее всего, сделает их медленно ползающими, либо перекатывающимися по поверхности. Если взять планету с вытянутой орбитой, то сезонные колебания на ней окажутся экстремальными. В неблагоприятное время года люди там, наверное, научатся впадать в спячку или анабиоз. Существует еще бесконечное множество вариантов эволюции человека на далеких экзопланетах, ведь все они отличаются друг от друга. Пока трудно сказать конкретнее, как все будет, ведь человечество еще не подобрало себе второй дом. До этого, кажется, нам далеко. Мы даже не освоили экстремальные регионы своей планеты, не пытались жить в Антарктиде или под морями Земли. Но что тогда произойдет с нашей внеземной недвижимостью? Не беспокойтесь, мы наверняка подбирали ее не зря. Большинство ученых верят, что рано или поздно наши следы обязательно появятся на далеких планетах. На Земле, кроме всего прочего, это приведет к небывалому расцвету науки. Только создание аппарата, способного быстро преодолевать большие расстояния, будет означать настоящий прорыв в ракетостроении, программировании, робототехнике и многих других отраслях. А изобилие на некоторых планетах дешевой солнечной энергии и ценных ископаемых откроет новые горизонты для электроники, металлургии и материаловедения. Приведет ли колонизация к райской жизни для человечества? Не обязательно. Здесь много за и против, так что это тема для отдельного большого разговора. Но мы в любом случае будем стремиться к освоению далеких планет, так что не потеряйте ваш документ на покупку космической недвижимости. Он обязательно вам пригодится.